Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости о сыне Кристины Орбакайте и Руслана Байсарова, Дэне Байсарове, и чрезвычайные новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Прошло ровно 1,5 года, как сын певицы Кристины Орбакайте и члена антикоррупционного комитета Руслана Байсарова, Дэне Байсаров, совершил благородный и героический поступок. Отважный молодой человек спас свою родную сестру от верной гибели, однако сам в результате этого оказался в критическом состоянии здоровья. Еще в феврале 2023 года эта новость облетела буквально весь интернет. Отважный молодой человек Дэне Байсаров стал донором для своей родной сестры Клавы, которая на тот момент страдала серьезным почечным заболеванием, и отдал родной сестренке свой внутренний орган. Родную сестру Клаву удалось спасти, однако сам Дэне Байсаров оказался в критическом состоянии здоровья и за все это время несколько раз находился в реанимации в состоянии комы и перенес несколько тяжелых заболеваний, в том числе инфаркт, инсульт и удаление злокачественной опухоли. До сегодняшнего дня Дэне Байсаров находился в центральной больнице города Москвы. Шефство над молодым человеком взял антикоррупционный комитет во главе с Никитой Михалкова. Сотрудники антикоррупционного комитета до сих пор надеялись, что молодого человека можно поставить на ноги. Однако буквально вчера вечером произошло непредвиденное событие. 2 дня назад в Москву вернулся на несколько дней внук Аллы Пугачевой и главный виновник трагедии с Дэне Байсаровым Никита Пресняков. Зрители с большим стажем могут помнить, что именно Никита Пресняков стал косвенным виновником трагедии со своим братом Дэне Байсаровым. Именно из-за Никиты Преснякова в свое время дочь Клава попала в тяжелое дорожно-транспортное происшествие и долгое время находилась в холодной воде, в результате чего у нее возникло серьезное почечное заболевание, и только Дэне Байсаров спас ей жизнь. По данным прессы и антикоррупционного комитета, Никита Пресняков вернулся в Москву на несколько дней по причине завещания, которое оформляла Алла Борисовна Пугачева на своих внуков. Однако Никита Пресняков повел себя крайне странно. За все время болезни он не навещал своего сводного брата, а тут неожиданно решился навестить Дэне Байсарова, якобы для того, чтобы попросить прощения за свои деяния. Охрана больницы не заподозрила ничего подозрительного, так как Никита Пресняков является родственником Дэне Байсарова, и внука Аллы Пугачевой беспрепятственно пропустили в палату к молодому человеку. Записи скрытых видеокамер зафиксировали, что спустя 20 минут Никита Пресняков покидает палату с Дэне Байсаровым и медицинское учреждение, а уже через несколько минут медперсонал больницы забили тревогу. У Дэне Байсарова пропал пульс, и он находится в критическом состоянии. Опять же, с помощью записи скрытых видеокамер удалось установить, что Никита Пресняков, находясь в медицинской палате, добавил неизвестный медицинский препарат в капельницу, под которой находился Дэне Байсаров, в результате чего и произошел трагический случай. Как считает следствие и сотрудники антикоррупционного комитета, произошедшее событие есть не что иное, как попытка отравления Никиты Пресняковым Дэне Байсарова. По всей вероятности, основная причина трагедии – это наследство Аллы Пугачевой, которым Никита Пресняков не захотел делиться со своим сводным братом. Внук Аллы Пугачевой был задержан по горячим следам. Следствие пока не совсем понимает, с какой целью Никита Пресняков совершил данное деяние, ведь его сразу могли бы подозревать в данном происшествии. Возможно, внук Аллы Пугачевой находился под действием запрещенных веществ.
Это определит медицинская экспертиза. Ну и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Состояние дочери члена антикоррупционного комитета и известного артиста Михаила Пореченкова ухудшилось. Напомним, что 2 дня назад 19-летняя дочь Михаила Пореченкова попала в тяжелое дорожно-транспортное происшествие. 2 дня назад она находилась в реанимации, а сегодня утром впала в кому. К слову сказать, что на данный момент в критическом состоянии здоровья находится и дочь главы антикоррупционного комитета Никиты Михалкова, а вот супруга Никиты Сергеевича Татьяна Евгеньевна пошла на поправку. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает новость криминального характера из мира шоу-бизнеса. В Подмосковье был ограблен особняк известной телеведущей Ларисы Гузеевой. Из дома были похищены наличные денежные средства, ценная техника и предметы старины. Преступников не удалось задержать по горячим следам. Сама Лариса Андреевна в момент происшествия не находилась дома. Сегодня день памяти известного российского и советского артиста-сатирика Михаила Задорнова. Михаилу Задорнову могло бы исполниться 77 лет. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.